Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. По вашим многочисленным просьбам сегодня у меня новый рецепт хлебушка. Это овсяный хлебушек по рецепту известного американского пекаря Джеффри Хаммельмана. Многие из вас знают Хаммельмана по его вермонтскому хлебу на закваске, но у него также много и других рецептов хлеба на дрожжах. Этот хлеб имеет обалденный, пористый, мякиш, невероятно нежный и хрустящую корочку. Особенность его в том, что здесь овсянка добавляется как в само тесто, так и для посыпки. Хлеб очень вкусный, готовится все очень просто, расскажу как всегда, все подробно от А до Я. Оставайтесь со мной, если вас это заинтересовало. Начинаем. Традиционно показываю источник. Рецепт я нашла в книге, которую вы видите на экране. Рецепт был в унциях, но для вашего удобства я перевела его в граммы. Подробный список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Ну а теперь начинаем готовить. Для теста мне понадобится 75 грамм овсяных хлопьев. Это те овсяные хлопья, которые мы обычно варим на плите 5-10 минут. Высыпаю в чашу миксера. Туда же добавляю 285 мл теплой воды. Перемешаю с помощью насадки крюк буквально несколько секунд, либо можно ложкой, и оставлю хлопья при комнатной температуре, ничем не прикрывая, на 15-20 минут. 20 минут прошло, добавляю оставшиеся ингредиенты. 50 грамм теплого молока, 1,5 столовых ложки меда, в граммах это 34 грамма. Мне понадобится растительное масло без запаха, тоже как и меда, 34 грамма, 10 грамм соли, 340 грамм пшеничной муки с высоким процентом белка, можно взять высшего сорта, и 115 грамм пшеничной цельнозерновой муки. Также 2,5 грамма сухих растворимых дрожжей, это неполная чайная ложка. Перемешиваю все на скорости 1 из 10 возможных, примерно 3-3,5 минуты. Ингредиенты должны хорошо соединиться. Если вы замешиваете тесто руками, это займет 5-6 минут. По истечении 3 минут скорость необходимо увеличить до 2 из 10 возможных и продолжить еще замес примерно 3-3,5 минуты. Если руками, 5-6 минут. Должно получиться довольно-таки липкое тесто. Ни в коем случае не добавляйте лишнюю муку. Если вы хотите приготовить этот хлеб с прессованными свежими дрожжами, либо гранулированными сухими, обязательно растворите их в молоке и только тогда соединяйте с другими ингредиентами. Вот посмотрите, друзья, какое тесто у меня получилось. Тесто довольно-таки липкое, и по сравнению с традиционным тестом для хлеба, я бы сказала, оно такое как бы жидковатое. Большую миску сбрызгиваю маслом спреем, либо можно смазать растительным маслом. Из теста делаю колобок, подгибая концы вниз. Как вы видите, тесто достаточно липкое, но если смазать руки растительным маслом, формовать такой колобок будет абсолютно легко и просто. Кладу в миску, накрою чистой шапочкой для душа, которую я использую только для выпечки, оставляю в теплом месте на 1 час. Прошел 1 час, мое тесто увеличилось в объеме в 1,5 раза. Теперь его необходимо обмять и сделать простое складывание. Чтобы оно не липло к моим рукам, руки, как всегда, сбрызгиваю растительным маслом. Затем нажимаю ладонью на тесто несколько раз, чтобы вышел углекислый газ. И делаю простое складывание. Следите за моими руками, все очень легко и просто. Наверное, вы удивились, почему тесто увеличилось в объеме всего только в 1,5 раза. Дело в том, что для традиционного хлеба, для традиционного теста мы используем для такого количества ингредиентов от 5 до 7 грамм дрожжей. А для этого теста всего 2,5 грамма, поэтому ему нужно больше времени для ферментации. Снова отправляю тесто в теплое место на 1 час. Прошел 1 час, и посмотрите, друзья, как хорошо увеличилось в объеме мое тесто. Теперь руки, как всегда, сбрызгиваю растительным маслом и нажимаю ладонью на тесто, чтобы вышел углекислый газ.
Из этого теста можно сделать и круглый хлеб, и буханку, а также можно сделать и булочки. Способ формовки зависит от того, что вы выбираете. Рабочую поверхность припыляю мукой. Имейте в виду, что тесто все-таки еще остается липким. Кладу тесто на рабочую поверхность. И Хамельман советует округлить тесто. Делаю я вот таким вот образом. Сначала слегка обминаю, а затем концы все сгибаю к центру. Вот таким вот образом. И оставлю тесто отдыхать, ничем не прикрывая, на рабочей поверхности швом вверх. Примерно на 5-10 минут. За это время подготовлю форму. У меня форма для буханки, длина 23 см, ширина снизу 10 см, сверху 12 см. Сбрызгиваю растительным маслом. Также для посыпки мне понадобятся овсяные хлопья, я буду использовать те же, как и для теста. Я их высыпала на противень. Количество овсяных хлопьев зависит от того, насколько вы хотите, чтобы был обсыпан ваш хлеб. Удобно это делать на противне, чтобы потом хорошо без проблем обвалять хлебушек. И понадобится пульверизатор с водой, либо можно взять просто кисточку и мисочку с водой. 10 минут прошло, мое тесто отдохнуло, и теперь необходимо его сформовать таким образом, чтобы эта формовка подошла для формы буханка. Есть разные способы, как это делать. Я делаю самый простой, самый обычный. Это два края необходимо сгибать к центру, а затем свернуть рулетом и защипнуть края. Следите за моими руками, все делается очень просто. Если вы делаете круглую форму хлеба, естественно, формовка у вас должна быть другой. Поэтому, что выбирать, решать только вам. И после того, как вы сформовали вашу заготовку, хорошо защипнули шов, кладем заготовку швом вниз на рабочую поверхность, хорошо опрыскиваем водой комнатной температуры и затем той стороной обваляем в овсяных хлопьях. Кладем в форму и оставляем для расстойки на час-полтора. За это время, за полчаса до вашей выпечки, нагреваем духовку до 230 градусов по Цельсию. Прошел 1 час, посмотрите, друзья, как хорошо увеличилась моя заготовка в размере. Мне понадобится миска, в которую необходимо налить кипяток. Эту миску необходимо положить в духовку на самую нижнюю полку. И хлебушек мы будем выпекать. Первые 15 минут температура 230 градусов по Цельсию или 460 градусов по Фаренгейту с миской на нижней полке. Затем эту миску через 15 минут мы убираем, делаем температуру ниже до 210 градусов по Цельсию или 430 градусов по Фаренгейту и продолжаем выпекать еще примерно 20-25 минут. Все зависит от вашей духовки. Вот такая вот красота у меня, друзья, получилась. Теперь хлебушек необходимо переложить на решетку и дать ему полностью остыть. Если вы увидели, что хлебушек достаточно быстро у вас темнеет, а это возможно, потому что в этом хлебушке есть мед, есть молоко. Если вы это увидели, прикрывайте фольгой и продолжайте выпекать. Я буквально минут через 25 накрыла фольгой и продолжала выпекать. Вот такая вот красота. Ждем, пока остынет, а затем разрежу. Хлебушек остыл, разрезаю. Посмотрите, друзья. Мякиш настолько воздушный. Честно говоря, я перепекла много разного хлеба. Вы знаете, что на моем канале очень много разных рецептов, разных техник. Но этот хлеб меня просто невероятно порадовал. Посмотрите, какой замечательный мякиш. Он просто идеальный хлебушек для сэндвичей. Ну, очень-очень вкусный. Друзья, если хотите больше рецептов от Джеффри Хамельмана из книги, которую я показывала в начале видео, напишите об этом в комментариях, и я обязательно прислушаюсь к вашей просьбе. Надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным. Если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а также не забудьте подписаться на мой новый канал Украинской кухни. Ссылочку оставлю под видео, там тоже очень много интересного. Ну а я желаю вам приятного аппетита,
хорошего настроения и отличного хлебопечения. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока!